Здравствуйте, дорогие подписчики и все те, кто зашел на наш канал. Мы начинаем новый выпуск, и в этом выпуске мы снова поговорим об аудио высокого качества. Э, Давайте начинаем, и я вам расскажу просто о сложном, о высококачественной музыке, как ее можно воспроизводить дома, не тратя на это бюджет малой страны, будем так говорить. Перед просмотром поставьте лайк, подпишитесь на мой канал, поставьте колокольчик, если вы не хотите пропускать мои видео, а мы начинаем. Итак, на нашем операционном столе, так сказать, на кухне сегодня очень интересный девайс. Это плеер от компании BlueOS, который называется, его номинация называется Note 2i. Так что же это такое? И зачем вообще он нужен? Как я вам говорил ранее, можно, конечно же, подключать там через Bluetooth какие-то колонки маленькие свой телефон и слушать посредственного качества музыку. А можно взять какой-то профессиональный или полупрофессиональный девайс и слушать с него уже музыку того разрешения, с которого вы скачали музыку, а где скачивать я вам показывал в одном из выпусков. Так что же это такое? Это этот плеер, вот он так выглядит. На первый взгляд напоминает какую-то такую игровую приставку, наверное. Сверху у него расположен, видите, гриль. Он даже немножко, не греется, но все же ему нужна вентиляция. Здесь у него сенсорная панель для того, чтобы плюс-минус, или для того, чтобы перескакивать на следующую песню или там перематывать и делать паузу. Что интересно в этом плеере? Кроме вот этого воспроизведения у него больше ничего нету. То есть у него нету пульта управления, как у многих пультов. Вы сразу же спросите, а что, я постоянно буду туда подходить и постоянно его подсоединять? Нет, в том-то и дело. Так как он является сердцем, и будет являться, если вы возьмете его домой, сердцем вашей музыкальной коллекции, он может воспроизводить музыку с интернет всяких там стриминговых сервисов, таких как Tidal, Spotify и Deezer, и производить эту музыку, уже обрабатывать в высоком очень разрешении. Он даже производит музыку в разрешении MHQE самого высокого разрешения, не говоря уже о таких форматах, как DSD, FLAC и другие форматы. То есть он может не только из интернета брать это аудио, простите, он также может брать его с вашего внешнего источника. Вот он у меня, жесткий диск, поэтому. Жесткий диск подключается к USB, и он начинает воспроизводить. Давайте посмотрим немножко поближе, что еще представляет из себя этот плеер. С обратной стороны большое количество портов. Естественно, порт для питания. Также есть USB порт, через который, как я вам говорил ранее, можно подключить ваши внешние источники. Это Ethernet порт. С помощью него вы подключаете плеер к вашей сети интернет. Также, вот, если вы посмотрите, у него есть оптический выход. Я вот им пользуюсь, потому что мой усилитель, через который он играет, есть у него оптический вход. И поэтому с него на мой усилитель, о котором я тоже в каком-нибудь из выпусков расскажу про мой усилитель, я пускаю звук с него еще и на усилитель. Также у него есть Optical, кроме Optical у него просто есть выходы, видите, вот тюльпаны. То есть вы можете подключить с помощью тюльпанов, как их называют. И самое интересное, что даже можете подключить отдельно сабвуфер, если вы видите, не говоря уже о правом и левом канале. Это вот что касаемо вот этих портов. С боков он такой лаконичный, ничего у него нету. Спереди у него логотип BlueOS. И вот это вот маленькая, это самая интересная штука. То есть, если вы не хотите никому надоедать, и вы хотите послушать музыку через ваши высокого разрешения наушники, вы сюда подключаете наушники и используете его как настольный плеер. Вы знаете,
Когда я его первый раз привез, а это было порядка 2-3 лет назад, я уже даже не помню когда, я его установил, и единственное, что первое, что он спросил, это было обновление. И вы скажете, откуда я его получил? Он что там стал говорить? Нет. Дело в том, что управление этим плеером происходит с помощью специальной программы, так и называется BlueOS. И любой человек, находящийся в вашей сети, имеющий доступ к вашей сети, и скачавший эту программу, несмотря на то, какой у него телефон, Android, iOS, или у него просто компьютер на Windows, или у него просто компьютер на macOS, он скачал эту программу, программа будет искать плеер, если вы компьютер или телефон находится в вашей сети, они сразу же обнаружат этот плеер в сети. В этом я немножко позже вам покажу, как это выглядит, и это просто феноменально. Вы можете управлять вашей коллекцией, ставить, перескакивать с альбома на альбом, останавливать музыку, включать музыку. Не только вы, а все те члены семьи, которые имеют возможность и кто находится на данный момент в сети, имеет возможность подключиться к этому плееру. Вы туда загружаете всю свою любимую музыку, и он воспроизводит честный звук, тот звук, который вами скачан. Еще раз повторяюсь, я музыку покупаю, я постоянно за нее плачу и скачиваю только очень высокого разрешения. И просто для интереса пробовал ставить сюда звук MP3. Да, он, конечно, будет играть MP3 сжатый, но простите, зачем же покупать тогда даже вот такой плеер, для того, чтобы потом там слушать простые сжатые файлы. Он как раз-то и называется high-end player для того, чтобы аудио, для того, чтобы можно было бы воспроизводить на нем музыку очень высокого разрешения. Теперь давайте посмотрим, что он еще может. Сейчас я вот зайду на их прямо канал и еще раз. Ну, естественно, в нем находится ЦАП. Ну, вообще, по сравнению с другими, это стриминговыми такими вот плеерами, у него WhatsApp не только не уступает, а он просто очень глубоко играет музыку, очень прямо вот разделяет. Ты слышишь, как гитарист играет и бегает по струнам, ты знаешь, где находится каждый из членов рок-группы или там оркестра. И это просто восхищает. Естественно, вы должны слушать это через хорошие наушники или через нормальные колонки, большие колонки, которые у меня тоже находятся. Но также BlueOS продает и Bluetooth на свои колонки. И в чем интерес? Если у вас большой дом, к примеру, эти колонки, так как они подсоединяются к плееру тоже по протоколу Wi-Fi, они могут находиться в любой комнате. И, то есть этот плеер также является мультирум. То есть что это такое простым языком? Не надо уже музыку таскать с собой из одной комнаты там в спальню, из спальни там еще куда-то и там на, не знаю еще, если там дом двухэтажный или трехэтажный, это еще более такая еще система. А этот плеер может находиться в одном месте, где вы будете знать, будет все находиться в одной Wi-Fi сети, колонки будут находиться тоже в этой сети, и переходя из комнаты в комнаты, вы будете просто переключать звук на эту колонку. И в данный момент вы будете слушать музыку с этого плеера, ту, которую вы хотите слушать, и ее не будут слушать все остальные. Но, естественно, потом, когда кто-то заберет контроль или не заберет контроль, точнее, а тоже подключится и захочет переключить на свою колонку, это он тоже будет слушать музыку, которую вы слушаете, или остановит вашу. То есть воспроизводить одновременно несколько альбомов, к сожалению, на этом плеере нельзя. Но слушать потом в каждой комнате свою музыку, как это мультирум, прекрасно и без всяких проблем. Теперь дальше. Кроме того, он имеет AirPlay 2, к нему можно подключиться. То есть владельцы iPhone также смогут очень хорошо, нормально подключаться к этому телефону. Давайте еще посмотрим. Что еще у него? У него вообще нет никаких компромиссов. У него даже сама сборка, он такой soft touch, такой резиновый. Внизу такая вот хорошая подставочка тоже из резинки. И сама сборка
собрано он, конечно, на самом высоком уровне. Я также хочу подчеркнуть, что когда я его купил и поставил, одно время я прям про него забыл. Ну, есть у меня музыка, и все, я ее оттуда ставлю на колонки, если это цифровая музыка, и слушаю. Он даже там, бедолага, немножко пылью у меня покрылся, я его сейчас вытащил оттуда, протер и вам показываю. О чем это говорит? Он настолько хорошо и стабильно работает, что ты какое-то время вообще забываешь о том, что такой плеер где-то у тебя находится. Он сам подхватывает какие-то апдейты, которые для его системы. Он нормально эти апдейты принимает. Ты нормально их инсталируешь, и все. И полностью забываешь о том, что у тебя есть вот такой плеер. Вот я что вам хочу сказать, что я просто очень рекомендую для людей, которые хотят иметь или вот такой плеер на столе и слушать через наушники, или его подключить к своим даже Bluetooth колонкам, а не говоря о том, какая у меня система. Я его подключаю к усилителю, и от усилителя уже идет на большие колонки. Также у него есть возможность брать музыку, если у вас в системе будет находиться ваш сервер или NAS. Вы ему обозначите папку, он сосканирует вашу библиотеку, и вы тоже оттуда будете слушать музыку. В заключение, перед тем, как я вам покажу также программу о том, каким образом можно этот плеер, этим плеером управлять, я скажу так. Я рекомендую этот плеер однозначно для всех любителей музыки. А сейчас переходим, и я покажу немножко, каким образом и какая программа есть для управления этим плеером, например, с мобильного телефона на основе операционной системы Android. Ну так вот, после того, как вы скачали программу, которая так и будет называться BlueOS, эта программа будет искать плеера, и она найдет плеер, который находится у вас на вашей сети, моментально найдет, там вообще никаких проблем не бывает. То есть вот она нашла, вот в гостиной у меня находится ноды 2i. Я могу даже несколько плееров, если у меня есть таких, вдруг мне захотелось или кому-то захотелось, он может эти плеера вот, смотрите, видите, плеера, он может их выставлять таким образом, и по этой самой причине он может их всех группировать. Я вот о чем хотел сказать. Теперь что дальше? Когда он обнаружил плеер, к плееру, допустим, вы хотите, как и я делаю, слушать ту музыку, которая у меня находится на вот том жестком диске, который я вам показывал ранее. То есть я иду в музыку, я могу радио слушать. То есть вот смотрите, у меня он сразу находит целую кучу радиостанций. Я указал, какого качества я хочу слушать музыку. И, пожалуйста, я буду слушать всю эту музыку с этих радиостанций. Также у меня есть, так сказать, он находит папку на моем жестком диске, с помощью на которой находится музыка. Музыку я закидываю прямо в корневую папку этого жесткого диска, и он ее находит. Вот он мне находит library, то есть всю мою коллекцию. И когда он нашел мою вот такую коллекцию, я ее могу распределить по исполнителям, по альбомам, по песням, по жанрам, по плейлистам, все, что хотите. То есть давайте берем так, как я люблю. В самом начале я беру исполнители и начинаю смотреть. И нахожу кучу исполнителей, и в каждом исполнителе то, что у меня все есть. Потом я могу слушать по альбомам. Ну, к примеру, я хочу слушать, я хочу слушать, к примеру, Биби Кинга. Я смотрю все альбомы вместе с обложками, со всеми делами, так сказать, я буду Биби Кинга видеть здесь. Потом я хочу послушать этот альбом, я его нажимаю, и потом Play All, и у меня возникает вот такой плеер.
Ну, это у меня на фолде, допустим, закрываю, это будет выглядеть у вас вот так вот. Это будет и будет ваша. Вот я сейчас его остановил, и у меня остановилась музыка на плеере. Музыку я сейчас вам, ну, крутить, к сожалению, не буду, не могу, по той самой причине, что YouTube меня заблокирует просто. И зачем тогда я вообще что-то делал? Я вам просто показываю, поверьте, эта музыка не находится сейчас на телефоне, она находится на этом плеере. Я запускаю, и все это потом играется. Давайте идем назад, смотрим еще что, почему мы можем распределять. Мы можем распределять по, ну, допустим, я хочу посмотреть по альбомам. Вот, пожалуйста. Я могу по альбомам, притом вот так вот. Прямо обложечки, красиво. Допустим, Metallica, снова Play All, снова. Вот остановлю. Здесь я могу регулировать тоже громкость, но у меня выставлена на максимум, потому что я регулирую громкость в самом усилителе или, допустим, ну, в наушниках, если я хочу здесь. Здесь я сразу могу показать вам, что он, допустим, Металлику воспроизводит во флаке 16 бит 14.1 до 14.1 и воспроизводится, это вот написано откуда, с плеера, который находится в гостинице, в гостиной. Вот я вниз опустил, пока я себя слушаю, я могу перейти на другие альбомы или что-то еще и, ну, и слушать уже что-то другое, что я захотел. Давайте сделаем вывод по вот этому плееру, и будет видно то, ну, нужен он вам или не нужен. Я вам дал совершенно честное такое вот мое мнение. И мне кажется, рассказал просто о том, как можно слушать музыку даже дома вот с такой малютки на колонке, или уже тогда расширяться и покупать усилители большие колонки. Давайте сделаем вывод по вот этому вот видео, по вот этому выпуску, по этому плееру. Мое мнение однозначное. Я им пользовался, пользуюсь и буду пользоваться. Менять его не собираюсь, так как он, хоть уже есть и очень много у этой компании и других плееров, более мощных, там они вообще крутые, гигантские, с жесткими дисками встроенными и так далее. Но факт остается фактом, что это мультирум, high-end плеер, который я всем рекомендую, кто хочет иметь дома и подключить и слушать музыку высокого разрешения. И еще раз повторюсь, не потратив на это большое количество денег, как люди тратят на покупку каких-то более дорогих систем. Если вас это будет устраивать, вас совершенно будет устраивать. То есть минимум это этот плеер и наушники, ну и музыка, конечно, откуда вы берете ее. Немножко больше это этот плеер и Bluetooth наушники, Bluetooth колонки или Bluetooth наушники. Ну, должны быть они хорошего качества, Bluetooth наушники. Или проводные наушники. И плеер будет стоять на вашем столе. Третье уже идет. Вы подумали, ого, мне это нравится, а я хочу немножко усилить звук. Покупаете усилитель, который будет воспроизводить именно музыку этого плеера, этого высокого качества. И потом вы можете расширяться до больших или маленьких колонок. То есть постепенно увеличивая, если у вас есть возможность, вот ваш потенциал по прослушиванию музыки. Я думаю, что я вам совершенно простым языком рассказал о сложной вещи, то есть о high-end плеере. Вам это понравилось, и вы поставите лайк. Подписывайтесь еще раз, я попрошу на мой канал, потому что только так Google будет знать, что мой труд нравится людям и будет рекомендовать это видео многим подписчикам. А я заканчиваю на этом. Спасибо за внимание. Спасибо. До новых встреч.